Сегодня мы поговорим о том, кем можно работать во Вьетнаме, какие профессии здесь наиболее востребованы и где найти подходящую вакансию. Профессии во Вьетнаме можно поделить на три основные группы. Работа для высококвалифицированных специалистов, работа для экспатов и работа только для местных. Сейчас здесь очень востребованы специалисты из IT-сферы, диджитал-маркетинг, агропромышленности, текстиля, производства и машиностроения. На сайте LinkedIn часто размещают свои вакансии крупные вьетнамские компании, которым требуются специалисты, и также филиалы иностранных компаний, которые встречаются здесь в Хошимине, Ханое и Дананге. Больше всего вакансий на LinkedIn для айтишников, сферы производства и топ-менеджеров финансового и экономического сектора. Важный аспект – обязательно знание английского языка на высоком уровне. На некоторые вакансии также требуется хороший разговорный вьетнамский. Но, к счастью, вьетнамский требуется не на все вакансии, чаще всего нужен именно хороший английский язык. Также рекомендую зайти вам на сайт flexjobs.com. Там можно искать вакансии по локации и смотреть, по сути, работу по всему миру, не только привязываясь к Вьетнаму. Таким образом, вы можете найти себе работу в любой штатной компании, просто вы будете работать удаленно, и при этом вы будете жить в городе, в котором вам хочется, и в стране, в которой вам хочется. Например, для специалиста из диджитал-маркетинга там предлагают зарплату от $1000 на позицию full-time, либо для специалистов IT-сферы, либо веб-дизайнеров предлагается зарплата $3500 также на позицию full-time. Ссылки на эти и другие сайты по поиску работы я оставлю в описании под видео. Многие экспаты работают удаленно, живя во Вьетнаме. Если брать именно локальные профессии, то наиболее здесь востребовано преподавание английского языка в языковых центрах, школах и университетах. Также часто требуются специалисты в сферу обслуживания и туризма. Преподаватели английского языка обычно получают от $15 до $22 в час. А больше таких вакансий встречается в крупных городах, меньше в провинциях. Обычно на такие вакансии берут носители языка из США, Австралии, Канады либо Британии, но если у вас есть международные сертификаты TOEFL, IELTS, CELTA, TEFL, диплом об образовании педагогическом международного образца, опыт преподавания за рубежом, то вы также можете попробовать свои силы и подать заявку на преподавание здесь, локально во Вьетнаме. На самом деле здесь живет очень много русскоязычных экспатов, которые занимаются именно тем, что преподают английский язык вьетнамцам, поэтому вы также можете вполне стать преподавателем локально во Вьетнаме. Вакансии по преподаванию обычно размещаются в локальных группах на Facebook, и также я бы вам очень рекомендовала поискать языковые центры, уже не находясь непосредственно на месте, потому что часто бывает такое, что языковому центру требуется преподаватель, но у них нет своей странички в социальных сетях, и также они не публикуют свои вакансии ни на каких сайтах по поиску работы, поэтому вы можете, допустим, просто пройтись по району, где вы будете жить, позаходить в каждый языковой центр, который там есть, и спросить, требуется ли им преподаватель английского на данный момент. Чтобы преподавать английский во Вьетнаме, вам нужно получить сертификат TEFL-TESOL для официального трудоустройства. Для этого вам нужно пройти 120-часовой курс, где вы познакомитесь со спецификой преподавания английского языка за границей как иностранного. От себя лично хочу порекомендовать компанию World TESOL Academy. Эта компания является зарегистрированным поставщиком услуг обучения в Великобритании. Их сертификаты проходят двойной этап аккредитации и подходят для трудоустройства не только во Вьетнаме, но и в других странах мира. Я проходила у них курс и получила оригинальный сертификат с голограммой, подлинность которого можно проверить через специальные онлайн-сервисы. Благодаря этому сертификату я 2 раза получила разрешение на работу во Вьетнаме, так что на 100% могу гарантировать, что этот сертификат подходит для трудоустройства во Вьетнаме. Стоимость курса у World TESOL Academy всего $34. Это самая дешевая цена, которую я когда-либо видела на рынке. Готовый сертификат доставляется практически во все страны мира. Стоимость доставки от $30. Вы также можете заказать апостиль сертификата прямо на сайте компании, если он вам нужен для трудоустройства. Ссылку на курс я оставлю в описании под видео.
Переходите по ссылке, заказывайте курс уже сегодня и получайте сертификат TEFL TESOL от проверенной компании для успешного преподавания английского в разных странах мира. Если говорить про сферу обслуживания и туризма, то туда требуются работники во всех основных туристических городах. Чаще всего встречаются позиции по работе барменом, официантом, хостес в отеле. Часто здесь можно встретить предложение по работе няней. Работа няни оплачивается около $5 в час в среднем. Если вы планируете пожить в Муйне или Ничанге, то там вы сможете найти работу и у русскоязычного работодателя, поскольку там проживает очень много русских. Английский язык там не настолько важен, там, в принципе, вы чаще всего будете работать со своими соотечественниками, но если все же вы хотите жить в другом городе Вьетнама, то еще раз подчеркну, что очень хороший уровень английского важен. И разговорный уровень, и письменный в том числе. Также вы можете предлагать свои собственные услуги. Особенно здесь актуальна и востребована бьюти-сфера, а именно мастера маникюра, бровисты, косметологи, визажисты. Я думаю, что в основном этой сферой занимаются девушки, поэтому, девушки, если вы задействованы в этой сфере, здесь, думаю, что вы всегда себе найдете клиенток. Наши соотечественники чаще всего здесь открывают свой собственный бизнес, например, кафе или ресторан, производят свою собственную продукцию, либо дают частые уроки по серфингу, допустим, работают фотографами, работают гидами и так далее, и так далее. Со временем, когда люди уже здесь обустраиваются, они находят применение своим навыкам в частном порядке. Вот такой получился краткий обзор профессий для экспатов во Вьетнаме. Если вам понравился ролик, ставьте ему лайк и напишите в комментариях, работали ли вы уже во Вьетнаме, либо хотите ли вы приехать во Вьетнам и поработать здесь локально. Жду ваше мнение. Всем пока, до новых встреч!